Привет, друзья! Стивен Фредерик Сигал – американский киноактер и мастер боевых искусств, а также популяризатор восточных единоборств. Он известен широкому зрителю благодаря боевикам 90-х годов, где против своих противников он использовал айкидо и мастерски владел холодным оружием. Стивен родился 10 апреля 1952 года в Лэнсинге, штат Мичиган, в семье ирландки Патриции Сигал, которая работала в сфере медицины, и учителя математики Сэмюэла Стивена Сигала. Сигалы жили очень скромно, и Стивен рос обычным уличным мальчишкой. В 7 лет он стал заниматься карате, а в подростковом возрасте начал играть на гитаре. По словам актера, его непритязательное детство проходило на фоне очарованности боевыми искусствами и блюзом. В Калифорнии Стивен окончил среднюю школу и затем посещал Фуллертонский колледж. Когда Стивену было 15 лет, он встретил своего первого учителя айкидо Кёси Сисаки, и его взгляд на единоборство сильно изменился. Он больше не воспринимал их просто как средство для победы в драках и проникся их особым духом, который достигает глубину души и порождает в ней искусство. Позднее актер назвал это своей одержимостью или призванием. Айкидо стало занимать все его помыслы и оставило в них лишь немного места для музыки. Очень скоро он стал любимым учеником Сисаки и начал выступать на показательных выступлениях. Но этого ему было недостаточно, и в 19 лет Сигал переехал в Японию, чтобы поучиться у мастеров на родине айкидо. В Японии под руководством учителя Коити Тахея Стивен получил свой первый дан айкидо. Затем его учителем стал Сейсеки Абе, который в свое время обучался у основателя айкидо Морихея Уэсибы. Быстро прогрессируя, уже в 1975 году Сигал стал первым иностранцем, открывшим в Японии собственную школу боевого искусства. Он дал ей название Тенсин, что в переводе с японского означает «небесная душа». Получив 5-й дан, он стал главным инструктором в своем дадзё, а вскоре после этого заработал 6-й и 7-й даны и почетный титул мастера Сихан. Углубленно совершенствуя навыки айкидо, Стивен обучался и другим видам единоборств, и также получил черные пояса по дзюдо и кендо. Первое знакомство Сигала с киноиндустрией состоялось в Японии, когда его пригласили в качестве консультанта по боевым искусствам на съемки японско-американского фильма «Вызов». В 1984 году, когда школа Тенсин приобрела определенную известность, Стивен несколько раз выступал на телевидении и показывал приемы самообороны. В 1988 году на экраны вышел первый кинофильм со Стивеном Сигалом, это полицейский боевик «Над законом». Картина обрела верных поклонников, и многие из которых предпочли называть ее Ника, то есть по имени главного героя этого фильма. Таким образом, Сигал стал новой восходящей звездой Голливуда. Второй боевик с его участием – это фильм «Смерти вопреки», который был выпущен в 1990 году. Фильм с успехом прошел на больших экранах, и один из журналистов написал, что Стивен обезоруживает в прямом и переносном смысле слова. Несмотря на увлекательные схватки, актерского мастерства Сигалу пока еще не хватало, и его игру многие называли посредственной. Он много работал над собой, и этот недостаток уже менее заметен в следующей его работе. Это боевик, помеченный смертью, который вышел в 1990 году. Именно этот фильм считается золотым стандартом в кинематографической карьере Сигала. В 1992 году выходит приключенческий триллер «В осаде». Картина отличалась от предыдущих тем, что главный герой был обычным поваром на боевом корабле. Правда, Кейси Райбек оказался не совсем обычным, поскольку сумел в одиночку разделаться с целой бандой террористов и спасти экипаж этого корабля. Зрителям настолько понравился повар-спецназовец, что была снята вторая часть легендарного фильма. У актера очень большая фильмография, список который можно продолжать до сегодняшнего времени. На данный момент Стивен до сих пор снимается в фильмах, но это уже скорее эпизодические роли и короткие выступления. Актер много путешествует и выступает в качестве охранника животных и окружающей среды. Он жертвовал личные средства для спасения слонов и слонят в Таиланде, а также лично посещает среду их обитания. Актер до сих пор занимается айкидо и также участвует в показательных выступлениях и спортивных мероприятиях. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.